Всем привет, с вами я, Аскер Гидар, и я наконец-то начал снимать видос. Короче, я в Москве. Все. Сейчас я вам покажу, как я сюда доехал, как все это происходило. У меня много-много событий за короткий период случилось. Например, во-первых, переезд в Москву, потом, что мне еще? Посещение в институт МАИ, потом я еще работу нашел, устроился и работаю. И благодаря этому скоро я куплю новую петличку, новую Bluetooth петличку хочу приобрести, и вы услышите меня получше, а не так, как сейчас. Вот сейчас буду постепенно материал собирать и вам показывать. Можете наслаждаться тем, что я сейчас покажу. Что сказать? Вот так я поехал из Тимяса в Уфу, там с братом. 30 минут я покушал, 5 часов пути там занимал мне. В кафешке остановились, поели и дальше поехали. Все, мы в Уфе, аэропорт. Будем. Поедем. И после этого мы сели в самолет. Впервые, по сути, я полетел на самолете далекий путь до Москвы. Было на самом деле интересно, там из окошка смотрел, конечно, не рядом с окошкой сидел, но потом там присматривался. Еще я бывал летал на самолете, когда прыгал из парашюта 800 метров. Потом мы приземлились, и у нас перенос был. Через автобус мы, вышли из самолета и пересели на автобус. Автобус нас отец. Вот мы с братом. Здесь, конечно, звук не записался, но ничего страшного. Я говорю, я в Москве, все, я покоряю его. Вот, здесь самолетик, как там, Победа, летит дальше. Вот так. Повернется и улетит. Чё? А так, сразу заметно, что это большой город, там вообще суета началась сразу, там людей много стало, там техника везде, там кто куда, ну так интересно так смотреть на них. После этого, получается, я поехал к брату. Постепенно там пересел сперва на автобус, потом через автобус на метро, и после этого с братом на троллейбус или там электричка, и через него, после электрички или троллейбус, как я точно не знаю называется, я поехал, доехал правильно до брата, и там я, недельку-две одну тусил. Конкретно одну недельку тусил, там привыкал, смотрел. Вот. Было особо неинтересно, на самом деле, потому что скучновато. Самое удивительное для меня было это то, что в автобусе есть монитор. Потом, где карточку приложишь, и она отчитывается. И камера. Вот этого я не ожидал. Смотрим на людишек, как на букашек. Да, все. Огромное здание. А я тут из балкона. Машины ездят, люди гуляют. Огромный город. Вот эти люди, это товарищи. Я их уже уважаю и уже полюбил. Они интересные такие. Я точно уверен, что у нас самый крутой ТФ-13. И просто ребята, они классные. Мне просто слов нет. Просто они классные. Я их уважаю.
тревога. Все, везде люди. Везде все зашли. Много людей. Представьте себе, что в ВУЗе устраивается концерт, и там количество людей больше, чем у меня в базаре. Ладно. Но их много было, и там весело. Там еще подарки раздавали некоторые. Я наконец-то здесь. О, блин. Вообще дни весело проходят. Ну не все, конечно, и не всегда. Вот наконец-то я начал восстанавливать свой режим, как до этого, как вы увидели, там чтение, потом медитация, упражнения и изучение программирования. А еще у меня повод появился снять видос, потому что у меня есть ноутбук, и сейчас на нем я могу монтировать. Ура! Ура! Через 2 часа мне на пар. Благодаря этому я вот сейчас снимаю видос. Я пораньше встал в 6. Лег тоже пораньше. Пол 10. Вот. Чё? Будем пахать, работать, учиться. Чё? Что именно рассказать? Пока что я без понятия. Могу рассказать про то, что ощущение, как я сюда, вот про Москву уже сказал уже. Свое ощущение, когда ты из деревни приходишь в огромный город, который население 20 миллионов. Знаете, сперва, когда я приехал, я ощутил резкий запах, скажем, не пыли, угля или, такой неприятный воздух, он нечистый, сразу легкие и горло болеют. Вот один из минусов Москвы, здесь воздух нечистый, сразу говорю. Но потом через неделю я привыкнул, да. Это было очень трудно, но я это сделал. Потом, во-первых, очень много людей. Огромное количество. Даже через окно смотрю, там машина просто проезжает, люди ходят. Их дофига, короче. Много. Просто немного, огромное количество. Потом, здесь все, инфраструктура очень развита. Сейчас покажу скриншоты, там автобус, и там есть камера, там есть мониторчик, телевизор. Там показано путь. Метро есть, огромное метро. Мне нравится на метро кататься. Но сейчас уже привык. Легко на самом деле было. Постепенно все равно привыкаешь там. Еще что? Людишки. Их много. Они все разные. Все разные национальности. Как сказать-то? Я бы не сказал, что они какие-то отрицательные, там, необщительные. Просто они все здесь, люди такие занятые, можно сказать. Конечно, не все, но большинство из них. Метро, когда ходишь, конечно, они все куда-то спешат, куда-то идут, тому подобное. Постоянное движение есть. Вот не так, как в селе, там спокойно. Машин почти нет. Постоянно какое-то движение, хаос, суета какая-то. В большинстве случаев, мне кажется, она даже не нужна, но вот она есть. Вот как-то так. Мне повезло, что я сейчас живу у сестры, вот квартира она снимает, и с подружкой, которая здесь спит. Я вообще на кухне сплю, там, потом покажу. А до этого, когда я приезжал, я ехал к брату. Я там сидел, проживал недели. Одну неделю я там жил вроде. Там одежду купили. Постригся. Сейчас я опять оброс, конечно. Снова надо будет постричься. Как-то я ничего не делал, наоборот, отрастил. Так, еще что?
по сути, на самом деле, я по Москве не очень много гулял, потому что, ну, занят был. Во-первых, мой брат от центра живет 43, там, около 40 километров. Сестра 20. То есть мне в вузу надо ехать час. В среднем час я еду. Автобус, потом метро и пешкодром еще. Вот как-то я так живу, в метро я слушаю английский, как всегда. Не знаю, когда я его выучу, но постараюсь. Ой, блин, на самом деле странное чувство быть в Москве. В каком-то смысле непривычно то, что ты здесь, и как будто это сон. Ну, я уже просыпаюсь вроде, проснулся вроде от сна, и понимаю, что я уже в Москве, у сестры. Вот как-то так. Блин, я не подготовил, конечно, текста, хотя бы что-нибудь сниму, а то давно не снимал. Вот, давайте я покажу, где я сплю. Во-первых, я здесь, это моя, скажем, койка, я его беру и иду сюда, короче, сюда, это у нас кухня, здесь я сплю обычно, и здесь есть один минус, здесь есть тараканы, да, не люблю тараканов, лучше бы в общаге жить с тараканом. Потому что в общаге меньше платить. А здесь у нас ванна. Я скоро тоже начну снимать. Вот. Свой день проведения в Москве. Скоро у нас зима. А еще я заметил, что Москва дождливее, чем там Тимясово. Это, наверное, из-за рельефа. Ну, так и есть. Очень много дождя. Или это заметно очень, потому что здесь асфальт. Ну, вода просто, количество воды просто масштабно увеличивается. Вот. Ну, я здесь все. Будем тренироваться. Спортом наконец-то надо начать заниматься, потому что я уже недели 2 так интенсивно не занимался. Скоро это я исправлю. Здесь. Давайте поболтаем про вуз. Я поступил в МИ, это Московский энергетический институт, и у нас посещение 3 дня было. Это вообще круто, на самом деле, очень интересно. Потому что в остальных вузах или один, или вообще нет, а у нас 3 дня. Они не подряд, но, блин, разные. Первый день мы просто пришли в вуз, там, подождать, таблички наши, там, кураторы были, старосты, ну, не старосты, кураторы и профорки. Ну, свой отдел, отдельный, которым происходит там взаимодействие с первокурсниками и старшекурсниками, можно сказать, социализация, вот тому подобное. Первый день мы познакомились, кто там, поиграли игры и зашли там в вуз, нам показали корпуса, ну там внутрь главного корпуса, там вообще много корпусов, и они, конечно, разделены по алфавитному порядку: А, Б, В, Г, Д, Д, Ж, З, М, К, там дальше, вот. Спортзал. Ну, спортзал нам не показывали, но внутрь мне не захотели. Это первый день мы просто внутренние обстоятельства показали, там рассказали нам историю, документы подписывали. Второй день мы уже ходили по корпусам, там, раздельным. Спортзал вот там показываю, бассейн. Бассейн мы не видели, конечно, но скоро я увижу, наверное, через месяц. Может, недели 3. Вот по расписанию у нас плавание. Представьте, там плавание есть. Нормативы будем сдавать. Так, тоже так же. Играли там, пиццу ели, общались. Ну, знакомились, короче, привыкание к своим однокурсникам, можно сказать.
узнаваний. Мы еще рассказывали о себе, там, 3 фактов, то что тому подобное. А третий день был вообще интенсивный. Мы там пели, ну, можно, кричали, проходили препятствия, там, ну, вообще насыщенный был. Сами уже увидите, как это происходило. Интересно, просто интересный ВОЗ. Ну, посещение точно интересно, мы там даже директором пообщались, ну, начальником нашего курса. Я в ИТАЭ, это факультете учусь, это Институт тепло- и атомной энергетики. Вот. Направление ядерная энергетика и теплофизика. ТФ-1322. Вот. 13 это группа, а 22 это получается год. ТФ это теплофизика. Пока что учебы запарно, на самом деле запарно. Там у нас по каждому предмету КМ есть, и мы их сдаем еще. И если ты один из них КМ не сдал, КМ это контрольное мероприятие, если один из них не сдал, то мы сессии не допустим, пока этот экзамен не пересдадим. Вот, и там, короче, БАРС есть, бальная рейтинговая система, там заморочки свои. Ну, для меня самое главное это учиться на 4, чтобы стипендию получить. Еще про стипендию. Наша стипендия 1900 базовая, плюс повышенная академическая, это опять же 1900, плюс, ну, 2х можно сказать. И всего мы должны получать 3800. Пока что я стипендию не получил. В конце сентября я, наверное, получу. Ну, по сути, уже 27 сентября. Ну, в эти дни, до 30-го, я должен получить. Надеюсь. Вот. Там у нас карточку еще открывали. Карта студента. Через эту карту мы проходим в институт. Там решетки, как сказать, балки, которые можно приложить и перейти. Вот. Стипендия надо как-то побольше. Пока что учебой запарно, потому что программирование, там изучаем S++, потом черчение, вообще черчение, можно сказать, говно, полное говно. Вот. Ой, у меня 2 стоит. Ну, 4 я на практике пересдадим. У нас, получается, есть лекция, потом практика и лабораторная. Вот 3. И по каждому отдельному направлению, можно так сказать, разделу у нас преподаватели тоже. Их много. Я не вижу смысла, конечно, изучать их имена, учить так же, как и в школе. Не знал, так и не буду знать, наверное. Но если надо, я записался. Вот. Пока что, что сказать? Непонятно. Непонятно с учебой. Трудно. Ну, просто есть учителя, которые вроде объясняют, стараются, нифига непонятно. Вот так. И приходится домой приходить, за стол садиться, YouTube открывать и смотреть там, что такое матрицы, что такое пределы, как их возвещать и тому подобное. Изучаем. И еще, что сказать, физкультура. Зачем мне физкультура? Не бесит физкультура. Нам еще разделили по отделам. Я хожу в легкую атлетику. Группу. По группам разделили. У нас там приглашали, там, вот вам список, есть такие, там, выбираете, и вас будут там разбрасывать по вашему желанию, по которому вы участвовали, есть у вас призовые очки, там, конкурса, диплома, значки. Вот, так у нас было. Мне физкультура не нравится. Там приходится бегать. Не так, как ты хочешь, а просто бегать. Там какой-то
ну, зарядка, физзарядка, там, прыгать, особого направления нету. Как обычно, короче, физкультуру походит же. Вот так. Так мы не играем и не готовимся особо. Пока что. Ну, посмотрим, как дальше будет. Я еще какую-то тему хотел затронуть. Про учебу сейчас вспомню. Ладно, есть еще дополнение. Отдельно я еще буду рассказывать про вуз МАИ, там, дополнительно. Потом еще материал надо будет собрать. А у нас еще первые дни была вот эта пожарная тревога. На самом деле в ВУЗе дофига людей учатся. 15 тысяч. У меня в селе 5 тысяч. Это считая вокруг деревень. Их считаю вот есть 5 тысяч. А всего там в самом Тимяце 3200 вроде. Пипец. Просто пипец. Вот, я хотел общагу. Я хотел общагу получить, нет, не получил. Потому что общагу, как я понял, дают с 240 баллов плюс. Ну или 300, нет, не 300, а 236 баллов плюс. Тогда ты получаешь почти гарантированную общагу. Вот. Ну не совсем-то, конечно. Там 540 мест было. Самое трудное было это, самое трудное не поступить в МАИ, а получить общагу. А я не получил общагу. Посмотрим, как все будет с учебой, там, с работой. Наверное, будет запарно очень. Я уже почувствовал, что запарно. Я, получается, в неделю 3 раза работаю. По 8 часов. И это запарно. Я посчитал вчера, сколько дней у меня уходит на свободное время, которое остается после учебы и работы, не читая домашние задания. Читая домашние задания там мало. Из-за этого, наверное, видосы будут редко выходить. Но я обещаю, что их я буду делать качественно. Постараюсь, короче, качественно делать. Вот. Пока моя цель это накопить денежек и сейчас скажу, купить микрофон, Bluetooth микрофон, чтобы потом где угодно ходить и не запариваться про провод. Вот это. Потом еще вот как-то так. Я ноутбук купил, да. Ну, правильно, не я купил, а мне купили. Офигенный ноутбук. 67 тысяч с половиной. А там Ryzen 5500U, 12 iPhone, 12 потоков, 6 ядер, RTX 350. Ну, короче, сейчас монтировка будет у меня занимать очень мало времени, потому что у меня есть. Сейчас покажу. Вот оно. Acer. Не Asus. Шикарно. Я там еще пока поставил рабочий стол, тянку. Клавиатура там светится, монитор красивый, камера есть. Короче, одна из мечты детских. Мечта исполнилась, можно сказать. Здесь отпечаток пальцев. Оп, вот рабочий стол. Я игрушек накачал и не играл. Вчера поиграл, мне не понравился. Не знаю. Прикол вообще это игры в том, что ты в детстве хотел играть, а у тебя не получалось, потому что у тебя комп там старенький был, не старый, не мощный вот. Когда у тебя есть вот это, которое заменяет свой настольник ПК, ты на нем, во-первых, не успеваешь играть, во-вторых, особо и не хочется. Наверное, я его буду использовать как для учебы и для программирования. Вот материальные цели это купить ПТ-шку, потом сейчас мне еще до конца выплатить на ноутбук там
около 10 тысяч осталось. За рассрочку купил. Потом еще что? Это из материальных совмещений. Это цель. Выучить английский. Вот выучить английский нужно. И программирование изучать дальше, чтобы что? Во-первых, программу свою закончить. Таймер, которую я делал. И на всякий случай, можно сказать, это отдельное хобби или работа, можно сказать, по программированию будет. Вот. Да. Наверное, на этом я остановлюсь. В дальнейшем я буду дальше снимать видосы, пока из тем. Это Москва сама. А вот про Москву я хотел сказать. Я в Москве не был в Красной площади, да? Вообще ни разу не был. Блин. Я в центр ходил, но я там не был, потому что когда я пришел, там какой-то концерт, башня, чего-то, какой-то концерт был, и там только по билетам заходят. А билет стоит 2500. Вот, и я не зашел, короче. Почему так получилось, не знаю. А ты еще погулять по Москве. Там подружек найти, друзей новых встретить. Пока буду собирать материал. Ладно, с вами был я. До встречи. Скоро увидимся. Наверное, через месяц или неделю-две. Пока.